Для пошива прихватки нам понадобятся остатки тканей разных цветов. У меня это розовый, зеленый, желтый. Ткань для обратной стороны прихватки. Ткань для бейки. И какой-нибудь наполнитель. Еще нам понадобится выкройка. Распечатайте их две. Одну выкройку оставьте, мы по ней будем шить. Ничего не вырезайте, просто распечатайте. А вторую выкройку разрежьте на детали. Вот у меня уже детали есть. Центральная деталь тоже у нас уже готова. Все детали помечены цифрами. Это номера тканей, которые мы будем использовать. Вот смотрите, как здесь на выкройке. Номер 2 это у меня розовая ткань. Номер 3 детали это у меня ткань зеленая. Номер 4 это ткань желтая. Итак, мы вырезаем. И теперь эти детали вырежем из ткани с припуском 1 сантиметр. И центральную деталь также вырежьте с припуском 1 сантиметр. Контур, который прокладывали ниточками, пока не убирайте. Ну вот, я подготовила уже и вырезала все детали. Центральная деталь и по 4 детали каждого цвета. Припуски на швы я дала 1 сантиметр. Но здесь особенная точность не нужна. Точность у нас появится тогда, когда мы будем собирать по бумаге. Поэтому вырежьте примерно 1 сантиметр, можно чуть больше дать припуски. И еще нужно сделать одну вещь. Подготовить выкройку. Выкройку распечатайте на обычной бумаге для принтера. Не вырезайте ее. И сделайте вот такой вот. На обратной стороне прорисуйте все линии. То есть продублируйте. На просвет можно это сделать. А на лицевой стороне линии, которые мы будем прошивать, вот эти вот линии швов, возьмите линеечку и карандашик и продлите их. Вот таким образом. Так, так, так. Все линии продлите. Вот видите, как я это сделала. Теперь берем центральную деталь и накладываем ее на выкройку. Таким образом, чтобы у нас совпали линии контура и те линии, по которым мы будем пришивать. Выравниваем. Тут как раз нам могут и пригодиться те линии, которые мы прорисовывали. Вот видите? И давайте прикрепим булавочками. Теперь берем детали под номером 2. И тоже начинаем их прикреплять. Лицом к лицу складываем с центральной деталью. Линия, прорисованная нами, вот видите, продленная линия, мы совмещаем. Давайте сколем булавочкой. Прямо точно по этой линии, по линии шва. И давайте посмотрим. Вот так я сейчас отверну и просто проверю. Вы знаете, мне хочется немножечко сдвинуть ее. Вот сюда двину. Давайте еще раз проверим. Нормально. Теперь поворачиваю на изнаночную сторону и скалываю теперь по вот этой же линии, по которой мы будем шить, булавками поперек. На лицевой стороне булавки можно убрать, они нам уже сейчас не нужны будут. Шить мы будем по изнаночной стороне. И прошьем вот этот шов, начиная немножко отсюда, здесь примерно сантиметр мы отступим. Вот этот шов прошьем и до сюда, здесь закончим. Но прежде чем идти к машинке, чтобы себе немножко облегчить работу, давайте мы сделаем сначала все детальки. Все детали под номером 2 мы вот таким же образом приколем и потом прошьем.
кстати, вот этот контур можно уже, в принципе, убрать. Я, наверное, его уберу сейчас, чтобы он у меня не попадал в швы, потому что иначе мне потом будет довольно сложно. Вот эти булавочки, которые мы скрепляли центральную деталь, можно тоже уже убрать. И все, теперь мы идем к машинке и прошиваем 4 шва. Строчим точно по нарисованной линии. Теперь переверните на лицевую сторону, проверьте, все ли у нас нормально пришилось, и прогладьте утюгом с паром. Теперь отогните и еще раз прогладьте. Теперь берем детальки следующего цвета под номером 3 и таким же способом пришьем их. Вот у нас линия здесь, видите, нарисована. Так, выравниваем. Скрепляем булавочками по линии прямо. Проверяем. Угу, нормально. Теперь поворачиваю на обратную сторону и скреплю уже булавками поперек. Давайте следующую. Ну вот, теперь идем прошивать. Прошиваем отсюда до сюда. И так все. Отсюда до сюда, отсюда и до сюда. Нитки я каждый раз не меняю. Я заправила сразу ниточку нейтрального цвета и строчу все время этой ниткой. Ну и последняя партия деталек. У меня это вот такие вот желтые. Сделаем уголочки. Делаем все то же самое, что и раньше. Вот смотрите, у нас вот это границы прихватки. Да? И нам нужно, чтобы в готовом виде деталь выходила за эти границы, чтобы у нас оставался задел для припусков на швы. Поэтому я и проверяю все время. Здесь не нужно прям супер-супер точно, но обязательно, чтобы вот эти припуски у нас оставались. Скрепляйте булавками, обязательно близко к краям, чтобы когда мы строчили, у нас ничего не завернулось на лицевой стороне. И если есть необходимость, можно еще посерединке. Да, конечно, шитье по бумаге это просто супер техника. С помощью этой техники можно сшить даже очень мелкие детали.
И даже начинающая мастерица, кто еще только начинает в пэтчворке, может шить очень красиво, очень ровно и без особых хлопот. Ну все, я иду прострачивать и после этого проглажу. Не забывайте, после каждого этапа обязательно проглаживать утюгом. Вот что получилось. Уже очень красиво, правда? То ли еще будет. Теперь давайте мы удалим бумагу. Она вот так по линии швов очень легко отрывается. Именно поэтому, если вы хотите шить несколько прихваток, для каждой прихватки вам нужно будет распечатать отдельно вот этот лист. Топ у нас готов. Теперь мы берем наполнитель, вырезаем наполнитель и деталь для нижней стороны. И складываем их вместе. Сложили. Лучше, если деталь наполнителя и нижней части будет немножко больше, чем верхняя деталь. Так, и давайте выровняем. И сначала я сколю по краям. Стягать мы будем от центра к краям. И сначала мы простягаем вот эту часть, вот этот вот многоугольник. Будем стягать прямо в шов. Для этого мы возьмем сначала, скрепим булавочками. Поперек те швы, которые мы сейчас будем прострачивать. Нижнюю ткань подтягивайте, чтобы не было внизу никаких защипов. Я буду стягать обычной лапкой. Если у вас есть лапка верхний транспортер, можете использовать ее. Я не буду ее использовать, у меня обычная лапка. Поэтому я скреплю булавками как можно чаще, чтобы ничего не сдвинулось в процессе. То есть прям побольше булавочек, не жалею их. Главное, когда я буду строчить, вовремя их убирать. Нить заправлю в машинку верхнюю в тон ткани, ту же самую, которую я сшила все. А нижнюю возьму в тон нижней ткани. И длину стежка поставлю 3 или 3,5 даже, может быть. Ну вот, все, идем прострачивать. Напоминаю, вот этот шов мы прострачиваем. Вот мы дошли до конца. С этого угла мы начинали. Я немножечко прохожусь еще вперед по своему же собственному шву. И отрезаю нитку. Смотрю обратную сторону. Все аккуратно, никаких защипов нет. Нужно обязательно проверять, потому что они могут быть. Особенно если наполнитель довольно пышный, как у меня. У меня это не синтепон, а хлопковый наполнитель. Теперь можно убрать ниточки лишние. Вот там, где мы начинали, здесь можно просто обрезать под корень.
потому что мы прострочили по этой же строчке, и таким образом нитка закрепилась, она уже не распустится. Поэтому я ее просто обрезаю. А вот там, где я закончила, ниточку вытаскиваю на изнаночную сторону, связываю узелком 2 раза. И теперь эти концы нужно спрятать. Вставляю в иголочку. Хорошо, если иголочка с широким ушком. Так удобнее. И прям в эту же точку ввожу. Между слоями прохожусь. И выхожу. И вот так вот подтягиваю, чтобы узелок затянулся внутрь. И обрезаю под корень. Все, кончики прячутся между слоями, и ничего не видно. Теперь прошьем следующие швы. Вот эти. У нас здесь вот участок уже прострочен. Здесь, здесь, здесь и здесь. А вот эти части нет. И мы прошивать будем прямо вот так. Давайте тоже скрепляем. Выравниваем все слои. Особенно нижний, потому что мы его не видим. А нам нужно, чтобы там не было защипов. Я в данной работе не использую свободно-ходовую стежку, потому что это у нас мастер-класс все-таки для новичков. Я хочу, чтобы справились все, абсолютно все. Ну, если, конечно, вы владеете и хотите здесь использовать стежку, то можно это сделать. Ну, все, иду прошивать. Здесь можно было даже одной строчкой прострочить, что я, собственно, и сделала. И теперь последние 4 шва. Вот эти. 1, 2, 3, 4. Все то же самое делаем. Скалываем булавками. Низ подтягиваем. Булавочек не жалеем. И теперь идем прошиваем. Здесь, здесь, здесь и здесь. Ну вот, прошила последние швы. Это изнанка. И теперь нам нужно обрезать лишнее. Давайте я скалю булавкой. Здесь вот эти уголочки. Мы не будем сразу резать. Сначала я нарисую контуры. Очень удобно это сделать с помощью линейки для пэтчворка. Она прозрачная. Сейчас я вот так ее накладываю. Выравниваю, чтобы симметрично было. Поставлю отметки. У нас прихватка стороной 18 сантиметров. И, соответственно, сейчас я поставлю отметки здесь. Провожу линию по линейке. И теперь здесь то же самое сделаю. Нужно выровнять таким образом, чтобы у нас получился здесь прямой угол. То есть все углы, чтобы были прямые. Поэтому я по этой линии равняю. И, соответственно, чтобы симметрично был рисунок. И желательно, чтобы вот эти вот линии тоже были симметричные.
А почему я делаю именно таким образом, а не просто возьму нож и обрежу сразу? А для того, что мы сейчас по этой линии, которую я вычерчу, мы прострочим. Так нам будет удобнее потом пришивать бейку. Итак, у нас получается квадрат. Вы можете, если хотите, оставить такой же квадрат. Но я хочу еще скруглить уголки. Мне нравится, когда уголки скругленные. Вот я беру что-то кругленькое, какой-то подручный инструмент. И вот так, таким образом вот так скругляю и провожу линию. Теперь точно по этой вычерченной линии нужно прострочить на машинке. Сейчас я скалю. Там, где у меня ткань ничем пока не прикреплена, я скалю булавками. Ну все, идем, проложим строчку по периметру. И теперь мы нашу будущую прихватку обрежем вдоль этой линии, близко к строчке. И теперь обработаем край косой бейкой, любым удобным вам способом. Я это сделаю таким образом. Вот я выкроила бейку. Ширина бейки 3,5 сантиметра у меня. Из двух частей я ее сделала, потому что у меня не хватало длины. И я подготовила петельку. Выкроила полоску, сложила ее пополам, прогладила, потом еще раз сложила, опять прогладила. И сейчас я ее прострочу на машинке. Вот здесь. И после пришью. Длина петельки 12 сантиметров. Я ее сейчас складываю. И с изнаночной стороны я вот здесь в уголок ее приколю и затем просто прострочу. Вот так вот. И теперь берем бейку и начинаем ее прикреплять с изнаночной стороны. Подтягивайте немного. На уголках чуть-чуть посильнее. Там, где ровная часть, только совсем чуть-чуть. Вот, дошли мы до конца. Если у нас осталась еще бейка длины, вы пока ее не обрезайте. И давайте вот здесь вот я отметку сейчас поставлю, где у нас сходятся концы. Здесь у нас будет шов. А прошьем мы, отступив немножко сюда и немножко сюда. Вот сюда до сюда на ширину лапки мы прокладываем строчку. А теперь давайте вот что сделаем. Скрепим вот так. Чуть-чуть растянем и скрепим. Здесь. Здесь тоже растянем. И вот тут вот поставим метку, где у нас сходятся концы. Вот здесь. И опустим вниз эту линию. Нарисуйте квадратик. 3,5 сантиметра. И уже теперь обрежьте. Теперь складываем концы. Вот так. Перпендикулярно друг другу. И вот таким образом прострочим. Сейчас я нарисую. Скалю его булавочками и пойду прострочу на машинке. Одна булавка посередине и
булавочки с краев, чтобы не расходились они. Все, пойду прострочу вот эту линию. Теперь убираем булавки и обрезаем лишнее. Швы раскладываем в разные стороны. И прострачиваем на машинке оставшийся участок. Ну вот и все. Теперь можно обернуть на лицевую сторону, подвернуть ее так, чтобы она закрыла шов. И прострочим по краю. Теперь можно отогнуть петельку на лицевую сторону и также ее пристрочить. Закрепочка. И здесь закрепочка. Ну вот смотрите, какие у нас красотульки прихватки получились. Это у меня комплект из 2 прихваток. И к ним еще я сшила вот такую вот грелочку на чайник. Вот. Тоже здесь коровка вот так нарисована, вышита. Здесь я все простегала. Здесь тоже простегала все на свободном ходу. Мне очень нравится этот комплектик. Очень получился жизнерадостный и красивый. Спасибо вам большое за внимание. С вами была Мария Фараонова. До новых встреч и до новых мастер-классов. Пока!